Здравствуйте, мои друзья! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на кухню. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный яблочный пирог на кефире. Готовится он очень просто. А если вы впервые у меня в гостях, оставайтесь, вы сами сможете все увидеть. Этот пирог можно также назвать пирог 4 стакана. Для него нам понадобится стакан манки, стакан сахара, щепотка соли, 10 граммов ванильного сахара. Все перемешиваем. В этом рецепте я пользуюсь стаканом объемом 250 мл и стакан кефира. Все перемешиваем и даем этой массе постоять 20 минут, чтобы манка набухла. Пошаговый рецепт и в граммах и стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. А пока подготовим остальные продукты. Нам нужно снять цедру с одного лимона. 4 яблока у меня, вес их примерно 800 грамм. Очищаем от кожуры, удаляем сердцевину с семечками. Лучше, если это будут кисло-сладкие, сочные яблоки. Нарезаем на тоненькие ломтики яблоки. Посмотрите, вот такие примерно кусочки. И теперь нам нужно подготовленные яблоки сбрызнуть лимонным соком. Для этого мне понадобится сок половинки лимона. Это нужно сделать для того, чтобы пока настаивается наше тесто, яблоки не потемнели. Прошло 20 минут. Добавляем к тесту цедру лимона, 1/4 стакана растительного масла без запаха. Все перемешиваем. И теперь добавляем муку, стакан муки, 10 граммов разрыхлителя. Все это мы выкладываем в миску. Здесь нам миксер не нужен, все просто. Еще раз хочу напомнить, что в этом рецепте я пользуюсь стаканом объемом 250 мл. Вот такое тесто по консистенции получается, как на оладьи. Выкладываем в тесто наши яблоки и все перемешиваем, чтобы каждый кусочек яблока покрылся тестом. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Форма у меня 30 на 20 сантиметров. И дно и бока я выстелила пекарской бумагой. Если у вас нет пекарской бумаги, то можно просто смазать форму растительным маслом и посыпать манкой. Выкладываем тесто, разравниваем. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будем печь наш пирог до румяности 40-50 минут. В моей духовке он до румяности пекся 45 минут. Готовность проверяем на сухую зубочистку. Даем пирогу остыть в форме. После того, как он остынет, убираем форму, убираем пекарскую бумагу. Смотрите, какой он красивый, какой он румяный, а как он пахнет ароматно. И ванилькой, и яблоками, и лимонной цедрой. Перед подачей можно посыпать его сахарной пудрой. И сейчас мы его разрежем и будем пробовать. Режется он прекрасно, он мягкий. Посмотрим, что у нас в разрезе получилось. Посмотрите, какой красивый кусочек. Посмотрите, и вверх-вниз румяные, видны яблоки. Пробуем. Друзья мои, он такой нежный, он такой влажный. Приготовьте. Это так просто и очень-очень вкусно.